Мир в шоке. Чонгук из BTS тайно планирует масштабный скрытый проект в России. Привет, ARMY! И добро пожаловать на канал, который никогда не перестает раскрывать самые интригующие истории о крупнейшей мировой звезде Джоне Джункуке из BTS. То, что вы сейчас услышите, не слухи. Это не просто случайный шепот из интернета. Это цепочка таинственных событий, подсказок и перемещений, которые застали мир врасплох. Потому что теперь, похоже, Джунгук готовит что-то, что может изменить саму историю. Масштабный секретный проект в России. Да, в России, стране монументальной архитектуры, вневременного искусства и глубокой, мощной музыки. И мысли о том, что Чонгук, самый младший участник BTS, человек, покоривший все чарты и все сцены, сейчас над чем-то там работает, повергла весь интернет в пучину шока, любопытства и благоговения. Начало шепота. Все началось тихо, слишком тихо. В начале осени в интернете появилось несколько фотографий. Изображения были зернистыми, явно сделанными в спешке. Но среди толпы путешественников в международном аэропорту Шереметьево в Москве фигура привлекла всеобщее внимание, одетый в черное с головы до ног, в длинном пальто, маске и шапке. Он шел быстро, таща за собой один черный чемодан. Никакой охраны, никакой пышной свиты. Просто тихий человек, старающийся не привлекать к себе внимания. Сначала никто не решался в это поверить. Неужели это действительно он? Человек, который вошел в историю Seven, побил бесчисленные рекорды стриминга и последний раз был замечен служащим в южнокорейской армии. Но затем появилась крошечная деталь. Кто-то увеличил изображение его левой руки. И вот она, слабый, но безошибочный след татуировок Чонгука. Интернет взорвался. Форумы, Твиттер, ТикТок и российские фан-страницы внезапно наводнились одним животрепещущим вопросом. Что Чонгук делает в России? Таинственные появления продолжаются. Несколько дней спустя начали появляться сообщения из Санкт-Петербурга. Один из сотрудников отеля анонимно опубликовал сообщение на местном форуме. Кто-то заселился в отель и выглядел так знакомо. Я не мог произнести его имени, но запомнил его голос и манеры. Клянусь, я видел его по телевизору. Пост быстро удалили, но скриншоты успели разлететься по всему миру. Фанаты начали отслеживать траектории полетов, сравнивать тени, анализировать модели одежды, все данные, которые могли бы связать Джункука с этим внезапным появлением в России. Вскоре после этого среди музыкальных и киноинсайдеров поползли новые слухи. Проект под кодовым названием «Проект Аврора» втайне разрабатывался совместной корейско-российской творческой группой. Описание было расплывчатым, но слова «музыка», «кино» и «иммерсивное искусство» постоянно появлялись. Никто не мог подтвердить детали, но несколько анонимных инсайдеров утверждали, что ведущим проектом был никто иной, как Джон Джункук. Молчание, хайп и таинственность становятся все более запутанной. Конечно, когда журналисты начали обращаться к лейблам хайп, их ответ был предсказуемым и пугающе расплывчатым. На данный момент у нас нет никакой информации, ни подтверждения, ни опровержения, просто молчание. И любой, кто следил за карьерой Джункука, знает, что это значит. Каждый раз, когда хайп молчит, это потому, что за кулисами строится что-то грандиозное. От его сольного альбома Golden до его рекордных коллабораций, каждая из самых важных моментов Чонгука начиналась с молчания и домыслов. И вот теперь мир снова наблюдает, ожидая, когда это молчание нарушится. Тем временем в России были замечены деятели культуры и технологические компании, проводящие частные встречи с представителями Южной Кореи. Темы указаны только как креативное сотрудничество и мультимедийные инновации. Совпадение? Возможно, но время слишком идеальное, чтобы игнорировать. Теории заполонили интернет. Вскоре теории начали заполонять социальные сети. Некоторые фанаты убеждены, что Чонгук работает над первым в мире полностью иммерсивным концертным опытом, который будет использовать голографическую проекцию и визуальные эффекты на основе искусственного интеллекта, позволяющие ему постоянно выступать в нескольких странах одновременно. Другие считают, что он разрабатывает кинематографический проект, музыкальный фильм, который сочетает корейскую лирику с российским визуальным повествованием. Что-то совершенно новое, не похожее ни на что музыкальная индустрия ранее не видела. И самая смелая теория из всех – Чонгук возглавляет глобальную творческую революцию. Движение, в котором художники будут использовать передовые технологии,
Технология, которая выводит эмоции и перформанс на новый уровень. Какова бы ни была правда, масштаб ощущается колоссальным. Фанаты по всему миру чувствуют это. Чонгук не делает перерыва. Он творит нечто за гранью воображения. Глубокий смысл в том, что Чонгук – это художник. На протяжении всего своего пути Чонгук никогда не довольствовался ролью просто айдола. Он режиссер, фотограф, продюсер, танцор, спортсмен. Универсальный визионер, чей разум никогда не перестает творить. От его фильмов о золотом гардеробе до того, как он выстраивает визуальные истории в музыкальных клипах, таких как Standing Next to You, его подход к искусству всегда был кинематографичным. Он не просто исполняет музыку, он проживает ее в каждом кадре, в каждом такте, в каждом вдохе. Так что если проект «Аврора» – его следующий шедевр, творение, которое объединяет все, чему он когда-либо научился – музыку, визуальную режиссуру, повествование, перформанс – в одно монументальное глобальное произведение искусства. Это не просто теория, это закономерность, которая идеально вписывается в творческую эволюцию Чонгука. Российские СМИ вмешиваются. Вскоре российские журналисты, пишущие о развлечениях, начали сообщать о необычной активности на киностудиях Москвы и Санкт-Петербурга, поставки оборудования, частная охрана, слухи о международной команде продюсеров, прилетающих из Сеула, Лондона и Лос-Анджелеса. Один инсайдер даже намекнул: художник, участвующий в проекте, известен тем, что бил мировые рекорды. Этот проект переосмыслит то, что мы думаем о развлечении. Тем временем, несколько фанатов утверждали, что слышали корейскую речь в одной из городских производственных зон. Совпадение? Возможно. Но опять же, слишком удачное совпадение, чтобы игнорировать. Бремя молчания Чонгука. Молчание. Это всегда было самым мощным оружием Чонгука. Он никогда не объявляет ничего преждевременно. Он не гонится за заголовками. Он позволяет своему искусству, своей работе говорить громче слов. И именно это происходит сейчас. Никаких официальных сообщений, никакой активности в социальных сетях, никаких подтверждений. Но весь мир возродит. Потому что в глубине души все знают, когда Чонгук исчезает, грядет что-то, что изменит мир. Глобальная реакция и ожидания. По всему миру армии превратились в детективов. В Сеуле кофейни висят с вывесками, написанными «Проект Аврора скоро в продаже». В России фанаты собираются возле известных мест съемок с фиолетовыми огнями, просто надеясь хоть мельком увидеть его. Даже в западном СМИ повсеместно вопрос: что Чонгук делает в России? Ведущие новостей, блогеры, аналитики – все говорят об этом. И среди всего этого Чонгук молчит, работает, готовится, потому что история не делается шумом. Ее делают в тишине те, кто осмеливается мечтать за пределами границ. Художественный символизм Авроры. Само слово «Аврора» имеет глубокий смысл. Оно олицетворяет Аврора Бореалис – северное сияние, редкое природное явление, которое освещает темное небо России. И для Чонгука, который часто использовал свет и тень как метафоры в своем искусстве, это кажется больше, чем совпадение. Это символ, представление, возрождение, озарение и артистической трансцендентности. Возможно, проект «Аврора» не просто название, а заявление обещания, что он снова принесет свет в мир. Из самых темных уголков тишины мир затаил дыхание. Каждый день фанаты обновляют страницы новостей в ожидании заявления от хайп или местных СМИ. Но ничего нет, только тишина и растущее ожидание. Некоторые говорят, что анонс произойдет в конце 2025 года. Другие считают, что Чонгук представит его время своего возвращения после службы в армии в 2026 году. Какова бы ни была правда, одно можно сказать точно: когда объявление произойдет, оно потрясет весь мир. Потому что это не просто песня, не просто концерт, а послание Чонгука миру. Это творчество не имеет границ. Так что сейчас мы ждем. Мир замер от Сеула до Москвы, от Лос-Анджелеса до Лондона. Все смотрят, ждут дня, когда тишина нарушится, потому что за этой тишиной стоит Чонгук, создавая нечто монументальное. Что-то может навсегда изменить наше восприятие музыки, кино и искусства. Чем бы на самом деле ни был проект «Аврора», это больше, чем просто проект. Это видение, возрождение, мост между странами, между сердцами, между мирами. И когда он наконец выходит на свет, одно несомненно: весь мир поднимет глаза и снова с благоговением прошепотать то же имя – Чонгук. И эта история привлекла внимание миллионов по всей планете. Секретная миссия в России, молчащий художник и глобальный шторм, который ожидает своего часа.
Так что расскажите нам, Арми, что вы думаете представляет собой проект «Аврора»? Станет ли строительство Джангука крупнейшим артистическим событием десятилетия? Или это только начало чего-то большего, к чему мир пока не готов? Оставьте свои мысли в комментариях ниже. Ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, потому что как только эта тайна раскроется, вы захотите узнать об этом первыми. До следующего раза помните, когда мир кажется тихим, Джангук работает усерднее всего.